Планету снова сотрясают катастрофы. Природные силы вырываются из-под контроля. Потопы, торнадо, мощные ливни и оползни оставляют за собой руины. Не переключайтесь. Самые громкие события за последние сутки в нашем выпуске. Вы на канале «Горизонт событий». Серьезное ДТП произошло 5 августа в Тульской области на трассе М4 Дон. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Стаханов-Москва, врезался в пункт взимания платы. В дорожном происшествии пострадали порядка 30 человек. Всего в автобусе находилось 48 пассажиров. Среди пострадавших 4 детей. Для всех пассажиров был организован пункт временного размещения. В момент аварии на трассе был сильный туман. Водитель автобуса не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, что и стало причиной опрокидывания автобуса. Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области осуществляет контроль за выяснением всех деталей дорожно-транспортного происшествия. Также Следственный комитет Российской Федерации по Тульской области начал проверку после получения информации о ДТП. Деревня Тхарали, расположенная в районе Уттаркаши, штата Уттараханд в Гималаях, была практически уничтожена мощным селем и внезапным наводнением, вызванными облачным взрывом, который произошел в районе реки Кхир-Ганга недалеко от деревни. Интенсивный ливень продолжительностью около 10 минут вызвал стремительный поток воды, грязи и обломков, который обрушился на деревню, смывая дома, отели, рестораны и участки национальной трассы NH-58. Около 40-50 зданий были разрушены, пострадали жилые дома и туристические объекты. Пострадал также древний храм Калп-Кедр, ранее раскопанный в 1945 году после веков нахождения под землей. Сейчас он вновь погребен под обломками. По данным властей, подтверждена гибель 4 человек, более 50 жителей и туристов числятся пропавшими. Всего в момент катастрофы в деревне находилось около 200 человек. Сейчас в пострадавшей деревне развернуты спасательные операции, 130 человек эвакуированы, ведутся поиски пропавших. Шторм Флорис обрушился на Великобританию и Ирландию, принеся несезонно сильные ветры и обильные осадки. В Уике были зафиксированы порывы ветра 132 км в час, а в некоторых горных районах более 161. В Ирландии средние скорости ветра достигали 60-70 км в час, с пиками до 90 в Галвии. Наибольшие повреждения шторм нанес Шотландии, сильными порывами ветра повалены сотни деревьев. Энергооператор сообщил, что 43 500 домов в Шотландии остались без света в ночь на 4 августа. К утру 5 числа 22 000 домов все еще оставались без электричества. Из-за сильного ветра были отменены десятки авиарейсов, на время приостановлено было паромное и железнодорожное сообщение. Основные шотландские мосты запретили проезд для высоких транспортных средств. В Ирландии основные проблемы шторм принес в северо-западные регионы. На пике непогоды около 10 000 домов, ферм и предприятий остались без света. Были отменены несколько рейсов в аэропорту Дублина. Сообщалось о падении деревьев, обломков и локальных наводнениях, особенно в западных и северо-западных округах. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В промышленном районе города Манаус, в бразильском штате Амазонас, вспыхнул масштабный пожар на складе автомобильной компании Airfor Motors, производителя внедорожников. Вскоре после начала возгорания раздался мощный взрыв, который выбил стекла в соседних зданиях. В огне сгорали автомобили, шины, топливо и пластиковые материалы, выделяя токсичный дым, который накрыл город плотной пеленой.
около 120 работников были оперативно эвакуированы с территории завода, предварительно обошлось без жертв. Августа Гонконг столкнулся с рекордным количеством осадков, самым большим за день с начала метеонаблюдений в 1884 году. По данным Гонконгской обсерватории, к середине дня было зафиксировано около 356 мм осадков. Ливни начались еще ночью и продолжались весь день. Метеорологи зафиксировали пиковые показатели осадков на уровне 90 мм в час, что привело к выдаче высшего, черного, предупреждения о ливнях, которое действовало более 11 часов. С 6 и до 7 часов утра было зафиксировано свыше 10 тысяч ударов молний. Наводнения затронули ключевые районы Гонконга, под воду ушли десятки улиц, торговые центры и парковки, а также крупнейшая больница Queen Mary Hospital. Сообщается о повреждении автомобилей и коммерческих объектов. Из-за угрозы наводнений власти закрыли все школы, суды и многие амбулаторные клиники. Приостановила торги и Гонконгская фондовая биржа. Около 20% авиарейсов в аэропорту Гонконга были отменены или задержаны. Общественный транспорт работал с перебоями. Одна из станций метро была затоплена до уровня пояса. Власти призвали жителей избегать поездок и укрыться в безопасных местах. Города Фошань и Дунгуань в китайской провинции Гуандун оказались во власти разрушительного наводнения, вызванного экстремальными ливнями. По данным местных метеорологических служб, непрерывные ливни начались вечером 4 августа и достигли пика утром 5. В Фошане, крупном промышленном и культурном центре провинции Гуандун, за сутки выпало более 280 мм осадков, что составляет около 80% месячной нормы августа. В соседнем Дунгуане, известном как «Мировая фабрика электроники», метеорологическое бюро сообщило о 360,9 мм осадков за 24 часа, включая рекордные 127,8 мм за 1 час в районе Хуансян. Это самый высокий суточный показатель для Дунгуаня за последние десятилетия. Наводнение наиболее сильно затронуло город Хуансян и прилегающие районы Дунгуаня, такие как Чанпин и Лиобу. В Фошане подтопления зафиксированы в районах Наньхай, Шунде и Чинчэн. Вода проникла в жилые дома и на промышленные объекты, затоплены склады крупных производителей электроники. Сообщается о перебоях с электричеством и нарушении работы общественного транспорта, временно были закрыты станции метро в обоих городах. В Хуанцзяне и Дунгуане затоплены ключевые автомагистрали, включая участки скоростной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь. Точных данных о жертвах или пострадавших пока нет. Местные власти развернули спасательные операции, проводится эвакуация жителей из затопленных районов. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В департаменте От на юге Франции бушует неконтролируемый лесной пожар, начавшийся в районе коммуны Рибо и стремительно распространяющийся в сторону Сен-Лоран-де-Кабрильос. Пожар начался около 16 часов по местному времени 5 августа в районе Рибо, недалеко от Нарбонны, и быстро вышел из-под контроля из-за сильного ветра, порывы которого достигали 80-100 км в час. За первые 1,5 часа огонь охватил 400 гектаров, а к 22 часам площадь возгорания достигла 4500 гектаров. К часу ночи 6 августа площадь пожара превысила 8000 гектаров. Пожар угрожает нескольким населенным пунктам, под непосредственной угрозой находится Сен-Лоран-де-Кабрильос. Из-за пожара около 4800 домохозяйств остались без электричества, сгорели 30 автомобилей и 8 жилых домов. На земле борьбу с пламенем ведут более 1200 пожарных, поддержку им оказывает авиагруппировка из 15 самолетов и 3 вертолетов. Известно о 3 пострадавших пожарных, один из них находится в критическом состоянии. Несмотря на все предпринятые усилия, пожар так и не удалось локализовать. Сейчас пожарные сосредоточились на защите жилых зон.
шторм с сильными ливнями и градом обрушился на Косово. Больше всего от стихии пострадали Брезовица, Гнилане, Ферезай и окрестности Джаковицы. Участок дороги Брезовица-Штрбце был серьезно затоплен, град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. В Гнилане зафиксированы подтопления улиц, сильный ветер и град привели к перебоям в подаче электроэнергии. В Ферезае ливни вызвали затопление дорог и подтопление зданий. В Джаковице от наводнения пострадали окрестности, заблокированы дороги, отмечаются перебои с электроснабжением. Местные власти в пострадавших районах Косово проводят спасательные и восстановительные работы, ведется расчистка завалов и восстановление поврежденных линий электропередачи. Сильнейшее наводнение в нигерийском городе Миллионники и Короду. За несколько часов выпало значительное количество осадков, улицы города превратились в реки. Наводнение затронуло несколько районов, включая и Джеди. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома из-за стремительного подъема воды. Для огромного количества местных жителей в стране с высоким уровнем бедности случившаяся не просто трагедия, а катастрофа. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тындинском округе. На 39-м километре федеральной трассы Лена в Амурской области образовался многометровый провал. Предположительно, причиной инцидента между Тындой и Соловьевском могли стать обильные осадки, вызвавшие размыв грунта под дорожным полотном. Сообщается, что проезд закрыт до 9 августа. Полное ограничение движения транспорта действует с 39 по 160 километры. Альтернативного проезда на данный момент нет. Специалисты работают над восстановлением дороги. В градовый Армагеддон попали вчера дачники из Хабаровска. Грозовой шквал разрушительной мощи пронесся недалеко от остановки «Рассвет» и в районе аэропорта. Непогода сопровождалась порывами ветра до 22-27 метров в секунду. Внушительного размера градины с неистовой силой хлестали испуганных садоводов, укрывшихся под ветками деревьев. Под удар попали также дачи, в результате чего был побит урожай. Пожар Гиффорд, вспыхнувший 1 августа в национальном лесу Лос-Падрес в Калифорнии, 5 августа уничтожил 33 400 гектаров и локализован лишь на 7%. Жара, сильный ветер и сложный рельеф подпитывают огонь, который угрожает почти 900 строениям, включая 360 домов. Пожар начался вблизи шоссе 166 и привел к эвакуации 975 человек, закрытию шоссе 166 и перебоям с электричеством в ближайших населенных пунктах. Более 1930 пожарных, 9 самолетов и вертолеты борются с огнем, но сильный ветер осложняет тушение. Сообщается о 3 пострадавших, всех их госпитализировали. Дым от пожара значительно ухудшил качество воздуха в 4 округах. Для пострадавших открыты эвакуационные центры в Санта-Марии и Ньюкуйме. Жителям советуют следить за обновлениями от властей и быть готовыми к эвакуации. Это были события дня. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся завтра.